Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал находится, как всегда, в городе Измаил, а это юг Украины, это юг и Одесской области. Мы сегодня рассмотрим агрогороскоп с 28 по 30 июля 2021 года, когда убывающая луна будет находиться в знаке Овен. Время, как всегда, московское. Именно благодаря этому времени каждый может рассчитать с помощью Гугла свое время своего региона и своей страны. Начнем. 28 июля в 12 часов 58 минут Луна из знака Рыбы перейдет в знак Овен в 12:58 и будет там до конца суток. 29 июля все 24 часа и 30 июля до 23 часов 8 минут. Очень большой длительный период нынче будет находиться Луна в этом знаке. Но сразу же хочу напомнить и подсказку дать. Луна без курса будет с 22 часов 40 минут. И в 23 часа 8 минут Луна перейдет в следующий знак, знак Телец. Поэтому все работы надо выполнить до 22 часов, а лучше до 21 часа. Но здесь будут некоторые особенности. По 30 июля мы их рассмотрим отдельно. Давайте рассмотрим, что можно вот 28 уже после 13, а лучше 14 часов делать в саду, в огороде, на грядках с цветами. Посевы. Какие можно проводить посевы? В первую очередь это зерновые сидераты. Ну, пожалуй, это и в первую очередь, и во вторую, потому что во время Овна очень плохо развивается корневая система, поэтому лучше не сеять и не садить ничего другого в этот период. А вот зерновые сидераты, их корневая система очень хорошо даже развивается в это время. Ну и хорошо бы посадить лук на зелень. Тоже хороший период. Вот это мы делаем 28, 29 и 30 тоже все делаем. А вот рассада нет. Почему? Даже в контейнерах, во-первых, жарко, во-вторых, корневая система, сколько раз я высаживала, даже из горшков, контейнеров, она словно останавливается на том же месте, в котором ее высаживали. Поэтому рассада не высаживаем овни. Далее, поливы и подкормки. Вот этому вопросу следует особо уделить внимание, потому что в Овне растения не воспринимают воду, у них совсем другие задачи. А подкормки без поливов невозможны, они даже опасны, тем более, что снова установилось сильно жаркое время, поэтому поливы и подкормки, говорим, этим видом работы нет. Мы не поливаем и не подкармливаем. Хотя вы можете поливать, есть такие у нас зрители, которые все равно поливают каждый день, несмотря ни на что, но с подкормками очень опасно, очень жарко, и без поливов это опасно для растений. Ну, кстати, вот это можно, вот поливы, подкормки, вот смотрите, 2 дня не страшно, если пройдет и вы не сделаете поливы, подкормки. Зато уже 30-го можно с 17 часов начать вот этот процесс. Следующий знак Телец. И при переходе Луны из одного знака в другой, до этого и после этого еще ощущаются энергии в 3 градусах. То есть 6 часов, мы высчитывали уже 6 часов, получается уже до перехода в знак мы ощущаем энергии Тельца, и еще 6 часов будут ощущаться энергии Овна уже в Тельце. Поэтому можно использовать уже с 17 часов поливы и подкормочки. Как раз в вечернее время супер. Можно использовать вот этот уже агроприем и один, и второй, для того, чтобы растениям помочь выстоять в это сложное время. Вот так у нас обстоят дела с поливами и подкормками. Комнатные цветы. Здесь только одна задача – защита от вредителей и болезней биопрепаратами и настоями трав. И снова же поливы и подкормки тоже можно с 17 часов проводить на цветочных растениях. Защита от вредителей и болезней – очень важный вопрос на огороде, в теплицах, в саду. Очень сложная ситуация сейчас с этой температурой.
очень высокая температура снова устанавливается. Для августа это естественная, конечно, температура, хотя даже мы на юге не привыкли к таким высоким температурам. Но что делать? Что можно при этих температурах использовать? Биопрепараты и настои трав. И настои чеснока вот против вредителей, потому что если использовать ядовитые какие-то вещества, плюс 30 и выше, просто-напросто они быстро распадаются и они неэффективны. Просто себя травите и вызывают эти ядовитые вещества у людей рак, естественно. Это уже были данные, которые я с ними знакомилась, от чего у нас получаются вот такие сбои в наших телах. Ну и не нужно отравлять и почву, и воду, потому что для вредителей наплевать на такие защитные манипуляции человека, а вот земля и почва, и вода, естественно, будут загрязняться. Далее, зеленые операции. Вот что мы ждали, и я тоже жду этого периода для того, чтобы провести обрезку, обломку пасынков, листьев и так далее, других частей растений и в саду, и в огороде. Но вот хочу сказать, что 28-29, пожалуйста, только овощные и цветочные растения. И уже в саду можно проводить различные обрезки, только вот вечером уже. Вот это что хорошо для 30 числа. Так что 30 июля вечером, пожалуйста, уже можете с ножницами, секатором приступать к различным манипуляциям с виноградом, с садовыми растениями. Это уже будет нормально. У нас уже убывающая луна, и 30-го дальше переход вечером в знак Телец. Замечательное время для этого агроприема. Ну вот чем будем заниматься от души? Так, это сбор урожая и заготовки на зиму. Они рядышком у меня написаны. Так вот, очень хорошее время в Овне для сбора урожая. Урожай картофеля, лука, чеснока на зимнее хранение. Очень хорошо собирать. И причем это мы можем делать все 3 дня. 28, 29, 30. Напомню, 28 только после 15 часов можно начинать вот этот процесс сбора урожая. А остальные дни это все 100% работаем. Ну и заготовки на зиму. Что можно приготовить на зиму? Это различные консервации, джемы, варенье. Можно замораживать, сушить различные плоды, ягоды. Все, что у вас созрело, пожалуйста, перерабатывайте. И это все переработанное заготавливайте, закрывайте, складируйте, потому что зима впереди очень серьезная, и это все нам очень пригодится. Причем не сколько зима, хотя зима будет действительно зимней, а вот весна очень длинная, и ваши запасы вам помогут выстоять вот этот холодный весенний период. К сожалению, вот так говорю, но что делать? Мини-ледниковый период никто не отменял. Ну а кто предупрежден, значит тот и вооружен. Делайте заготовки. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили сегодня для вас агрогороскоп с 28 по 30 июля 2021 года. Мы желаем вам удачи, здоровья, для того, чтобы вот это сложное время горячее сделать заготовки, подготовиться к зиме хорошо и спокойно перезимовать зиму 2021-2022 годов. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.